В воскресенье, 3:30 утра, жизнь кипит. Такое изобилие. Какой я молодец, что решил не спать и прокатиться. Ребята, устраивайтесь поудобнее, и я покажу вам, как проходит день во Вьетнаме. Думаю, это разорвет ваше представление о этой стране. То, как этот удивительный народ соединил древние обычаи с современным ритмом жизни. Давай, вставай. Куда? Пора идти на дорожку. Который час? Всего 5. Поехали. На часах 4:45, и на улице уже идет оздоровительная движуха. Посмотрите, какое количество людей занимается по утрам. От бега и ходьбы до групповых танцев. Кстати, это чисто вьетнамская история, когда дамы за 50 собираются в группы и у себя на районе каждый день танцуют для оздоровления. А потом по выходным между коллективами проводятся дэнс-баттлы. Путешествуя по Азии и наблюдая за другими странами, я пришел к выводу, что Вьетнам самая спортивная нация. Как жаворонки просыпаются не только физкультурники. В принципе, Вьетнам начинает свой день очень рано. Так, еще затемно дворники наводят чистоту, а всевозможные кафе, столовые, рестораны 5:30 уже готовы накормить первых посетителей. Во Вьетнаме нет культуры готовки, и большинство питается вне дома. Поэтому все проездные улицы и первые этажи зданий усеяны местами общепита. И вы без проблем на любой вьетнамский вкус покушаете в любое время суток. Отличительной чертой вьетнамской кухни является обилие зелени, овощей, рыбы, морепродуктов, а вот жучков, паучков и личинки они не едят. Для них это такая же экзотика, как и для нас. Чтобы запастись свежим провиантом, мы отправимся на вьетнамский рынок. Торговцы разложились еще в 4-5, а в 6 уже идет бойкая торговля. В принципе, в каждой стране свой рыночный колорит, по большей части отличающийся продающимися товарами. Но запах здесь, конечно. Но во Вьетнаме, помимо каких-то определенных площадей, отведенных под базары, есть и торговые улицы, тротуары и проезжая часть которых используются вместо прилавков. Такие места исторически образовались на логистических тропах и у жилищ предприимчивых людей. Это очень удобно, ведь тебе не нужно далеко ехать и потом ходить по рядам. По пути домой можно закупиться, не слезая с мотоцикла. Да что там улица? Вьетнамцы легко отовариваются на мотоцикле и на рынках. Как известно, самая свежая рыба живая. Это касается и птиц, и морепродуктов, поэтому продают их живыми. Если надо, разделывают тут же при вас. Логично и практично. Товар никогда не испортится, а для его хранения не нужен холодильник. Кстати, которых раньше и не существовало. Также я обратил внимание, что зачастую они кушают и пьют напитки в разных заведениях. Одни это чисто про поесть и называют их ресторан, даже если это стол на тротуаре, а другие кафе, заточены на напитках. Это про посидеть, пообщаться или поработать. Вот вам факт. Вьетнам занимает 2-е место в мире по экспорту кофе, и поэтому они знают в нем толк и готовят его по-особому. Называется это приспособа фим. На микроскопическую чашечку 5-6 ложек кофе, потом медленное заваривание и на выходе гремучая смесь, густая и черная как деготь, разбавляется сгущенным молоком. Они чаще его пьют со льдом, но я предпочитаю горячим. После такой порции кофеина мое сердечко до самого вечера будет бежать в припрыжку, поэтому утренний кофе самый популярный напиток. Поели, попили и двинем дальше. Конечно же, на мотоцикле. Вьетнам – самая двухколесная страна в мире. Тут зарегистрировано более 70 миллионов мотобайков. А это значит, что статистически на каждого человека старше 18 лет приходится по мотоциклу. И неудивительно, ведь это основной транспорт, и на нем передвигаются подавляющее большинство, от детей до старушек. Местные часто путешествуют. Кто побогаче на самолете или машине, а все остальные на мото. И поехать куда-нибудь на выходные – обычное дело. Кто с друзьями, а кто и всей семьей. Вьетнамцы способны перевезти на байке что угодно. И бабка с птицей в клетках, и за ней мужик с золотыми рыбками. Обычная картина. Друзья, сейчас я вам покажу супер чувака. Его 2-е имя Супермен. Он холодильник везет на мопеде, ребят. Холодильник! Я всякое видел, но чтобы холодильник...
никак его и вообще не перевесило еще до сих пор. Во Вьетнаме просто сумасшедшее движение, и оно не подчиняется никаким правилам. Но в этом хаосе я выявил некоторые закономерности, о которых я сниму для вас отдельное видео. Поэтому подпишись прямо сейчас и поддержи лайком. Кто вот так ездит против шерсти по одностороннему движению? Вот с таким причем движением. И ладно уж это мы дураки одни были в такие, но нет. Время ни свет ни заря, но у школ уже оживление. Младшая школа начинает учебный день в 7:30, а в старших классах и некоторых университетах начало занятий в 6:30 утра. Ребята, вы только представьте, пары в универе в 6:30. Для них это нормально, но я бы сошел с ума. Во Вьетнаме дети идут в начальную школу с 5 лет и учатся 12 классов. С учебой понятно, их готовят к будущему. Ведь на многих фабриках начало рабочего дня в 7 утра, а госучреждения и банки открыты для посетителей с 7:30. В ранние часы пик все дороги битком заполнены транспортом, а после 9 в движении остается малый бизнес и частный сектор услуг. Вьетнам – социалистическая страна. Тут на каждом шагу красные флаги с серпом и молотом. Ну и в этом вопросе у них свой путь. И из всех коммунистических экспериментов над людьми у них получилась самая удачная формула. Доступная медицина, доступное образование, мирная политика с открытой рыночной экономикой и с одними из самых высоких темпов роста в Юго-Восточной Азии. И вот вам еще одно наблюдение. Я нигде больше не видел столько цветов, как во Вьетнаме. Но если парки или городские улицы должны быть усеяны цветами, то тут, в богатых провинциях, даже трассы в клумбах. Ребята, представьте себе, в таких провинциях, как Бря, Вунгтау, Далат, Кангзя, 30 или 50 километров трассы, вдоль которой наведена красота, с подстриженными кустами в виде дельфинов или лодочек. Какой это труд! И еще одно наблюдение. На улицах очень много людей, кто пользуется медицинскими масками. Первоначально можно подумать, что это защита от вирусов. Конечно, в Азии медики-глобалисты основательно промыли мозги населению, но основное их назначение – спасение от солнца и пыли. Вон в 30-градусную жару большинство одеты в толстовки с капюшонами, длинные юбки или штаны. У них даже колготки продаются с прорезью между пальцами, чтобы носить шлепками-вьетнамками. И, конечно же, перчатки. Так они защищают кожу от загара. По сравнению с другими азиатскими странами, Вьетнам на максималках загоняется по белой коже. Ведь исторически темная кожа – свидетельство того, что ты работаешь на солнце, а значит беден и не образован. К обеду, часы максимальной жары и ударного солнца, город как будто замирает. Обеденный перерыв длится от 1,5 до 3 часов, и многие его проводят в полуденном сне. Офисные работники вялятся под кондиционерами, а все остальные спасаются в тени. И вот вам еще одна вьетнамская фишка – возить с собой гамак. Так можно в любом месте оборудовать местечко для отдыха. А если у тебя нет гамака, можно прикорнуть в специальной кофейне – Coffee Wong. Да, во Вьетнаме есть и такие – гамачные кафе, где можно в горизонтальном положении передохнуть и набраться сил. Ну что, после обеденного сна остается последний трудовой рывок и долгожданный конец рабочего дня. Родители забирают детей из детских садов и начальной школы, улицы снова заполняются людьми, а рынки и ресторанчики пробуждаются от дневной спячки. Торговля набирает обороты. Каждый пытается заработать в своей сфере. Создается впечатление, что вся страна что-то продает. Тут помимо стандартных магазинчиков и рынков даже есть передвижная торговля с колес. Причем это может быть не только продажа товаров, но даже общепит с мангалом на мопеде. За 1,5 года я видел множество разнообразных мотолавок, но это история для отдельного видео. Так что, кто еще не подписался, нажимаем подписку и делимся этим видео с друзьями. Ну а мы продолжаем. Ребят, ну что, показать вам фокус реально крутого фастфуда? Автостопом тормозим. И начинается колдовство. Девчонка с батей. Бауню? Я с фастфудом, они поехали дальше. Еще одно наблюдение про кофейни. Тут их невообразимое количество. От простых придорожных и до дизайнерских заведений с фотозонами или видовыми пейзажами, в которых покупка напитка – это и есть плата за входной билет на фотосессию.
Вьетнамцы очень социальная нация с крепкими семейными традициями. Семья в жизни вьетов занимает приоритетную позицию. Это прослеживается во многих мелочах. Например, они с семьей занимаются спортом, ходят на пляж, в бар и вместе посещают другие активности. Кстати, на пляж выдвигаются ближе к закату, чтобы, не дай бог, не загореть. А купаются в одежде. Не потому что пуритане, а потому что так безопаснее. Ведь в водах Южно-Китайского моря полно ядовитых медуз или жаворонкого планктона. Но самое удивительное то, что большинство вьетнамцев не умеет плавать. Ведь ранее считалось, что это удел рыбаков и простолюдинов. На пляже или в туристических местах часто можно встретить группу людей в одинаковой одежде. Это местный прикол, когда едут на отдых с семьей, друзьями или корпоративный движ. И чтобы показать окружающим, мол, вот смотрите, мы единые, как нас много. В принципе, невозможно о какой-то стране или этносе рассказать, они такие или такие. Ведь все мы, жители планеты Земля, очень разные, и каждый со своими тараканами в голове. Так и Вьетнам очень разный. Например, тут очень запросто могут сосуществовать жилые дома рядом с борделями, замаскированными под кофейни или массаж. Может быть, сходим на массаж? Нет, это не масса. Это плюс. А вот еще одно наблюдение. Вот через дорогу полицейский участок. И как вы думаете, что можно открыть напротив полицейского участка? Правильно, чтобы сразу под присмотром. И это история свободы желания и личного выбора. Кто хочет после работы заезжать к девчонкам, а кто-то идет тропою ЗОЖ на спортивные площадки и стадионы. Повсеместно через тупиковые улицы натягивают сетки или ставят ворота. И вечерами с соседями рубятся в командные игры. Вот так живет мой район. Другие собираются в барах или уличных столовых. А в бильярдных круглосуточно можно встретить любителей покатать шары. Вообще накрыть стол прямо на улице и поужинать с семьей или вместе с соседями – обычная история. Ребятки, можно перегородить улицу, поставить столы, отметить свадьбу. Но есть у вьетнамцев и нас общая черта. Они не будут вам улыбаться из вежливости. Поведение вьетнамцев более естественное в проявлении своих настоящих чувств и настроений. В отличие от американцев или тайцев, у которых будет дежурная улыбка, независимо от их реального отношения к вам. Поэтому, если вам улыбается вьетнамец, знайте, вы действительно приятны этому человеку. А если что-то не так, сразу это поймете. Кстати, тут даже нищие не просят милостыню, а продают лотерейные билеты или безделушки. Вообще, идея с лотерейными билетами – огонь. Вся страна рубится. Вроде и человеку помогаешь, а вроде и шанс на выигрыш. Ну что, если не устали от фактов, то держите еще один. Численность населения Вьетнама около 100 миллионов человек, а площадь страны 331 тысяча квадратных километров. Это чуть меньше, чем Республика Бурятия или 3 саратовских области. Если не брать в расчет малые страны и карликовые государства, то по плотности населения Вьетнам занимает 6-е место в мире, уступая лишь Японии, Филиппинам, Индии, Корее и Бангладеш. А если бы в России была такая же плотность, как во Вьетнаме, то ее численность населения составляла бы, внимание, 5 миллиардов человек. Даже есть шутка. Чтобы всем хватало места для жизни, вьетнамцы разделились пополам. Пока одни спят, другие активничают, а потом они меняются местами. Так города смогут вмещать в 2 раза больше людей. Но кроме шуток, многие трудятся допоздна, и после полуночи вы легко увидите работающими не только общепит, но и типографии, магазины или салоны красоты. У многих вьетнамцев двойной сон. Ложатся поздно, просыпаются в 4 утра. Пока воздух не прогрелся, ведут трудовой день. А к полудню второй раз ложатся спать. И до вечера. И как только спадет жара, занимаются бизнесом или домашними делами, проводят время с семьей. И это не причуды, а логичный ход, сложившийся исходя из климатических условий, особенно в южных регионах страны, где круглый год в обеденные часы довольно жарко и невозможно работать. И при такой высокой плотности населения Вьетнам продолжает бурно развиваться. И если раньше тут производились только низкотехнологичные товары, так, каждая 10-я пара обуви на планете сделана во Вьетнаме, то сейчас в стране запущено 10 заводов Apple, и по объему их продукции Вьетнам занимает 2-е место после Китая.
Но и это не все. В стране выпускаются бомбовые электрокары собственного производства VinFast. Это не сборка китайского дерьма, как у нас, а собственные высокотехнологичные разработки. Растет уровень жизни в стране, увеличивается процент среднего класса. И что самое крутое, возрастает спрос на квалифицированных специалистов. И на мой субъективный взгляд, во Вьетнаме намного больше личных свобод, чем в соседних Китае, Таиланде, Камбодже или Южной Корее. В этой удивительной стране нельзя что-то однозначно назвать белым или черным. Потому что Вьетнам разноцветный, как по содержанию, так и по оформлению. И красиво украшены не только фасады мегаполисов, но и улицы в провинциях переливаются огнями неоновых ламп. Вьетнам – это про баланс. Например, тут не щемят ЛГБТшников, но и парадов устраивать им не позволяют. В принципе, конфликты крайне редкое явление. Я ни разу не видел драк или выяснения отношений около ночных клубов или баров. Но зато видел, как туда приходят с детьми. Вообще, у них какой-то дар совместного проживания с взаимоуважением к свободе ближнего, без ее подавления, с весьма тонкой расплывчатой границей между личной свободой и свободой окружающих. Если бегло пробежаться по истории, то у Вьетнама она очень сложна и трагична. И удивительно, что за сотни лет колониальных периодов он не утратил своей культурной идентичности, которая проявляется даже в таких мелочах, как распространенная практика торжеств или фотосессий в национальных платьях Азай. Или, например, ни в одной другой стране Азии я не видел такого распространения и повсеместного использования традиционной плетеной шляпы нон, которая отлично спасает от палящего солнца и даже может уберечь голову от падающего с пальмы кокоса. Сила традиций проявляется еще и в том, что живут они по-обычному, а отмечают праздники по лунному календарю, в том числе и самый главный праздник – лунный Новый год Тет, который в нашей стране называют китайским. Также, независимо от вероисповедания, общим для вьетнамцев является культ поклонения духам предков, которые после смерти помогают и уберегают семью. Поэтому в каждом доме есть алтарь с их фотографиями и именами, у которого зажигают благовония и ставят подношения. На первый взгляд можно подумать, что эта машина отправляется на фестиваль, какой-то красочный, яркий, но нет. Это катафалк, и на нем отправляется в последний путь. Да и вообще у вьетнамцев более простое отношение к смерти, которое иногда выливается в странные поступки. Например, есть индивидуумы, которые хоронят своих родственников у себя в доме, причем даже сами вьетнамцы считают это странненьким. Все мы для кого-то будем странными. Казалось бы, обычный супермаркет. Но не для всех. Парочка, у них свидание. Аваю. Главное, чтобы эта странность не мешала другим. К сожалению, во Вьетнаме, как и у нас, есть национальная забава – ездить пьяными за рулем. Иногда в помину. Воскресенье вечер. Ребята проверяют здесь на алкоголь. Но вот что действительно отличает вьетнамцев, так это неприхотливость и возможность жизни в любых условиях. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки нахрен не нужны вот этому мужику, потому что у него есть мопед. Все вещи вон они в сумочке лежат. И нормально ему тут не мешает ни дорога, ни шумящая улица. И самое главное богатство Вьетнама – это люди. И благодаря героическому упорству и силе этой нации, они в свое время дали по шапке сначала китайцам, потом французам и даже США, тем самым отвоевав свою независимость. А потом еще спасли кхмеров от их сумасшедшего диктатора Пол Пот. Обрести свободу мало, ей надо еще и правильно распорядиться. Так за 40 лет Вьетнам после разрушительной войны сумел догнать соседний Таиланд по уровню жизни, а по экономическому развитию уверенно уходит в отрыв от соседей. И я от всей души пожелаю Вьетнаму процветания и мирной жизни, а тебе, мой дорогой друг, мира и добра.